Детские площадки в Солидаре сегодня выглядят вот так, пустые, потому что дети, которые до сих пор остаются в населенном пункте с родителями, постоянно находятся в подвалах либо укрытиях. %90 Солидара разрушена. Многоэтажка без окон здесь давно никого не удивишь, а ведь во многие дома были прямые попадания снарядов. Из-за этого отсутствует крыша или стены. До полномасштабного вторжения Солидар славился своими соляными шахтами. Вот это один из рудников, вернее то, что от него осталось. Активные боевые действия в Солидаре ведутся уже около полугода. После захвата Лисичанска россияне пытаются прорвать линию обороны и оккупировать этот населенный пункт и соседние – Северск и Бахмут. Трасса к городу под огневым контролем противника. Ой, это, знаешь, всякое бывает. Накатит, душу покидает. Думаешь, господи, полгода стреляет и стреляет. А так потом выходи. Я думаю, вся грязь идет, все будет у нас. 75-летняя Зинаида Владимировна никуда не выезжала и отказывается эвакуироваться. Говорит, муж еле ходит, да и она не хочет покидать родной дом. Мы болеем очень, муж еле ходит. А это же вы в подвале постоянно живете, да? Я нет, я живу в своем доме. Но уже 2 раза разрушали. Стекол нет. Ну, ты знаешь, нормально. Мы так, пленочкой, все, дровишки. Соседи у нас молодые помогают. Не, нормально. Июля. Август, сентябрь, октябрь, ноябрь, как? 5 месяцев. Света нет, воды нет. Ну, ты знаешь, меняется образ жизни, отношение к жизни другое. Нормально. И что теперь ценность? Какие вот ценности теперь? Во-первых, человеческое отношение, это первое. Умение оценить добро, любовь. Очень. Хочется добра, внимания. Просто человеческого типа. Да, вот это да. А так, во-первых, похудали сильно. Не от того, что голодные, мы не голодаем. Нет, спасибо. Помогают нам эти спонсоры, помогают. Ну, вот это, что вы привозите, помогает очень. Это просто очень хорошо помогает. А страх. А ну-ка, как пуганула около дома, и окна сидит, я в доме. И крышу. Ну, сосед помогает. Крышу крыл. Каждое утро у оставшихся жителей Солидара начинается с добычи воды и еды. С последним здесь все обстоит довольно неплохо. Волонтеры пробираются под проливным огнем россиян и все-таки довозят продукты и одежду. А вот из-за отсутствия централизованного водоснабжения жителям приходится набирать техническую воду из скважин. Пить ее без тепловой обработки нельзя. Кипятить надо, иначе диарея, если сырую ее. Это вы на себя, на соседей, да, набираете? На всех, на все подъезды. Солидар расположен в 18 километрах от Бахмута. В некогда 11-тысячном городе в подвалах и убежищах осталось жить чуть более 1000 человек. Спускаемся в один из подвалов. Марин, сколько вы здесь? С мая месяца? Да. Мы прошли уже, когда нам хату разбили, да, прошли уже. Вот месяца 2 здесь. Практически в каждом подвале видим детей. Спрашиваем родителей, как они объясняют малышам обстрелы. Никак не объясняю. Уши закрывает, когда стреляют сильно, и все. Пушки в открах, и все. А як ото на піддатки, бах, каже. Дяді бах, каже. І нету, бах, и нету. Здесь сегодня мечтают о мире. Люди надеются, что 2023 год принесет победу Украине. Тогда россияне отправятся домой, а украинцы смогут восстановить свои дома и отстроить родные города. У волонтеров же просят простые вещи. Хочу конфеты. Я вам создам. Очень хочу. Мои кончаются. Я боюсь в магазин ходить далеко. Во-первых, боюсь, а во-вторых, у меня же негде получить пенсию.
я берегу, знаешь как, то на водичку, то так. Берегу копейки. Ну, а конфет хочется. Вместе с волонтерами мы привезли в Солидар сладости к праздникам, хлеб и продукты, а также свечки и спички, ведь проводить дни напролет в полумраке подвалов люди уже очень устали.